Привет анимешникам с канала KTB. Привет анимешникам с канала KDB. Привет анимешникам с канала KDB. 开口的笑容用力，天籁中有阳光，可以把领悟读懂你青春的蒸馏水。Ну что ж, hello everyone, с вами Богдан. Добро пожаловать на обзор этого дома, который я хотел сделать уже давно. Давайте без лишних слов начнем с самого низа. Что хочется сказать. Я делал копию этого дома из 2014 года по Google картам. И делал в размер минифигурки, чтобы можно было поставить в город. Да, немножко пыли уже есть, но не суть. Давайте посмотрим вот с того конца. Старался копировать полностью точно. Там тоже была дверь, как в оригинале. Здесь был магазин. В принципе, он остался, только там сейчас что-то другое продают. Но тут раньше продавали вот калькулятор, digital camera, electrical dictionary и watch. И вот это вот типа Casio. И вот это типа часы, макет часов. Там тоже был большой макет часов. А тут у нас типа витрина. Вот, что можно сказать. Далее здесь у нас идет реклама о покупке фигурки. Здесь мы еще посмотрим, что внутри. Но вот так мы уже видим. Это у нас проход на цокольный этаж, то есть подземный. И куча-куча автоматов игровых по типу хватайки, типа UFO хватайки. Здесь у нас всякие человечки, но не суть важно тоже. Там вот даже есть какие-то гитаристы и музыканты. Да, здесь сбоку я тоже начал уже строить домик, но у меня не хватило деталей, поэтому нужны детали. Тоже куча всяких наклеек, например, типа Сеги. Далее у нас идет вот такие вот. Это импровизированные фонари, освещатели, которые освещают вот эту вот часть здания. Как вы можете заметить, я тоже старался сделать так же, как и в оригинале, под наклоном вот эти вот пластины. Но я думаю, что у меня получилось. Сбоку у нас идет вентиляция. Правда, некоторые у нас находятся дальше, некоторые ближе. Ну, тоже пойдет, в принципе. Не слишком уж точно я и хотел их как бы копировать. Надпись Sega, конечно же, но она сделана с помощью наклейки, и под ней, под наклейкой, там идут белые тайлы. Идем вверх. Ну, еще вот здесь, кстати, можно сказать, отметить, что это тоже такая наклонная, две наклонные панели. Тоже как в оригинале. Идем вверх. И у нас идет большое пространство. Сюда можно по факту повесить какой-нибудь постер. Но в оригинале в 2014 году здесь ничего не висело, поэтому я так и оставил. Далее поднимаюсь вверх, тут особо ничего нет. Идет постер с Соником. Да, в оригинале был другой постер, но я решил поставить именно такой. Немножко отредактировать, написать Welcome to Акихабара. Так, на каком-то постере там было тоже так написано. Ну, а на самой главной части у нас, то есть посередине, идет практически точно такой же постер, который висел в 2014 году с рекламой Project Diva F2. Я решил его найти, поискал в интернете, что-то вот практически примерно то же самое. Там единственное отличается то ли по бокам, то ли как-то, потому что я немножко обрезал эту картинку. Идем вверх, опять видим эти импровизированные фонари.
Они представлены здесь, 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 здесь. Очень куча этих палочек. Я подумал, что это самое лучшее, что можно придумать в виде освещения. Потому что если что-то сюда еще крепить, это будет слишком громоздко. Поэтому просто представьте, что вот здесь вот есть какие-то светодиоды или что-то типа того. Это освещает это освещает это. Все логично и закономерно. Здесь тоже идут две большие наклейки Sega. Вот. И далее у нас идет даже интерьер сверху. Как вы можете посмотреть, я решил что-то тут задекорировать. И даже поставил двух персонажей из известного фильма. Они тут сражаются за мороженое. Как вы можете заметить, внутри у нас достаточно сложная конструкция. Очень много конструкций, которые построены с not, то есть тут not on top. И вот так это все выглядит. Даже есть такая большая длинная опора, которая держит крышу, я решил ее сделать. Да, внутрь, конечно, лучше не заглядывать. Например, у меня не было 1:3 плейтов. Я решил сделать 1:4, но их поставить так. То есть сбоку. Получилось странно, да. Куда экономнее, конечно же, купить обычно 1:3. Ну а что же у нас по интерьеру внутри? Внутри интерьер сделан слишком бедно, только чтобы было видно снаружи, что там как будто что-то есть. 2 автомата и человечек идет. И все. Далее там ничего не видно, в принципе, это и делать не обязательно. Поэтому отсюда, то есть снутри, видны только автоматы. То есть я с таким упором и делал. Автоматы со всякими фигурками, игрушками и так далее и тому подобное. Вот так все это у нас выглядит. Вообще постройка этого дома началась с того, что я решил построить надпись из Лего, а именно надпись Sega, то есть логотип Sega. И в итоге меня вдохновился, я такой подумал, у меня очень много красных и белых деталей, может быть построить дом Sega, и именно первый дом Sega с Акихабары, поэтому я решил это сделать. А не просто построить из головы, а именно скопировать, постараться передать этот формат, постараться передать все детали. Конечно, в этом здании очень много недоработок, особенно связано это с масштабом. Например, трудно было бы передать размеры постера, надо было его сделать немножко другими размерами. Например, вот здесь он, то есть, должен быть короче. Также, например, надпись Sega должна быть больше, и много таких недоработок. Например, даже просто вот здесь вот дырки. И дыры даже есть, ну, вот тут. То есть без них никуда, потому что нужно было сделать вот такие вот наклонные штуки, наклонные панели. И, кстати, вроде бы вот эта наклонная панель должна быть снизу, а вот эта должна быть сверху, потому что наклон сверху больше, чем наклон снизу. А в оригинале именно наклон, который небольшой, должен быть сверху, а наклон, у которого больше градусов, он должен быть снизу. Конечно, если сравнивать точь-в-точь с оригинальным зданием, можно найти еще много различных недочетов, но если посмотреть мельком туда и сюда, ну даже если чуть-чуть задержаться, можно в принципе узнать это здание. Я думаю, что у меня хорошо получилось. Как вам? Получилось она классно или нет, вы можете написать в комментариях. Я прикреплю фото, вы можете посмотреть, оценить и все дела. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Богдан. Всем успехов, до новых встреч. Пока.